был одним из самых дорогих портретистов своего времени, дружил с авангардистами, пережил революцию и эмиграцию, писал Россию с болью и одержимостью. Но на родине его имя исчезло на десятилетия. Борис Григорьев – художник, который пытался понять душу народа и заплатил за это изгнанием. Художник между двумя мирами. Борис Дмитриевич Григорьев родился 23 июля 1886 года в Москве, а умер 7 февраля 1939 года во Франции, в Кань-сюр-Мер. Он вошел в историю как русский и французский художник-авангардист, живописец, график и писатель. Его называли историком славянской души, определение, которое точно передает суть его творчества. Интересно, что судьба его имени сложилась парадоксально. При жизни он был широко известен, востребован и высоко ценился, но после эмиграции оказался почти полностью вычеркнут из культурной памяти на родине. Его относили к белым иммигрантам, и на долгие годы о нем просто перестали говорить. При этом до 1919 года, до отъезда из России, Григорьев находился в центре художественной жизни. Его выставки вызывали широкий резонанс, критики внимательно следили за его работами, а его рисунки высоко ценились. Художественный критик Николай Пунин даже называл их парадоксом на плоскости. Его стиль отличался резким, иногда почти агрессивным колоритом, четкой ритмической структурой, сильной эмоциональностью и интуитивной свободой. Он был одним из самых престижных портретистов России 1910-х годов и сохранил этот статус даже после переезда за границу. История его семьи напоминает отдельный роман. Мать художника, Клара Иоганновна Линденберг, происходила из шведской семьи. Ее отец, Иоганн фон Линденберг, был морским капитаном, а затем служил русским консулом в Сан-Франциско. В 1866 году он, уже занимая пост вице-губернатора Аляски, внезапно умер. Семья отправилась в Европу, но по пути пережила кораблекрушение. Им удалось спастись, но они потеряли почти все имущество. После этого Клара продолжила образование в Лозанне, сначала во французском пансионе, затем в университете. После смерти матери ее братья и сестры вернулись в Ригу, а сама Клара переехала в Петербург, где устроилась гувернанткой в обеспеченную семью. Именно там она познакомилась с Дмитрием Григорьевым. Это была стремительная и непростая история. Дмитрий был значительно старше, уже имел семью и детей. Тем не менее, он настоял на разводе и женился на Кларе. Позже сам Борис вспоминал атмосферу своего детства как странную и разрозненную. Отец обеспечивал семью материально, но фактически жил отдельно, и каждый из родителей существовал своей жизнью. Он писал, что именно этим объясняется беспечная и беспорядочная домашняя обстановка, в которой он рос. Детство на Волге. Роскошь и свобода. Когда Борису исполнилось 6 лет, семья переехала в Рыбинск. Они поселились в просторном доме на набережной Волги. Детство художника прошло в атмосфере достатка и возможностей. В распоряжении детей были большая библиотека, лодка, лошади, голубятня. Семья жила насыщенной культурной жизнью. Имели собственную ложу в оперном театре, ездили на спектакли в Москву и Петербург. Дети получали музыкальное образование и играли на инструментах. Дом постоянно был полон гостей, а на половине братьев регулярно устраивались спектакли. Жизнь буквально кипела. В 1899 году Борис, как и его братья, поступил в Московскую практическую академию коммерческих наук. Предполагалось, что он пойдет по правильному пути. Но уже к 1902 году стало ясно – его полностью захватила живопись. Он оставляет учебу и решается на поступление в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Реакция матери была резко отрицательной. Она не хотела, чтобы сын оказался среди длинноволосых и мужиковатых художников. Тем не менее, Григорьев не отказался от своего выбора. В 1903 году он поступает в Строгановское художественно-промышленное училище. С этого момента никакой коммерции, только искусство. Трагедия, которая осталась навсегда. В 1906 году в жизни художника происходит тяжелое событие.
Во время отдыха в Судаке его возлюбленная, Катя Тарнавская, покончила с собой. Эта трагедия глубоко потрясла Григорьева. Пулю, оборвавшую жизнь девушки, он долго носил с собой, вставив ее в золотую оправу и прикрепив к цепочке часов. После похорон он сразу уехал в Петербург и полностью погрузился в работу. Учеба, наставники и формирование стиля. Одним из главных учителей Григорьева стал Дмитрий Анфимович Щербиновский, ученик Репина и Чистякова. Он учил студентов свободному владению линией, повторяя: «Линия течет как мелодия». Григорьев буквально впитывал этот опыт. В 1907 году за успехи в учебе он получил возможность поехать за границу. Среди участников поездки была Елизавета фон Браше, студентка Строгановского училища. В том же году они поженились. Продолжая обучение, Григорьев стал вольнослушателем Академии художеств в Петербурге. Он оказался в центре художественной жизни, входил в объединение студий импрессионистов, дружил с Велимиром Хлебниковым и Давидом Бурлюком, общался с художниками мира искусства и «Голубой розы». В 1910 году он участвовал в оформлении крупного этнографического сборника о жизни русского народа. С 1909 года он активно путешествовал по Европе. Его работы охотно покупали, однако сам художник нередко писал о внутреннем недовольстве. Ему хотелось не внешнего блеска, а внутренней простоты и незаметной мудрости. Париж и новые художественные влияния. В 1913 году Григорьев оказался в Париже. Он обучался в студии Гран-Шамьер и параллельно активно работал. Он рисовал везде – в кафе, на улицах, на занятиях. На него сильно повлияли Тулус-Латрек и Анри Матисс. Его ученица позже вспоминала, что он умел одной линией вырвать образ из небытия. Эти работы позже сложились в цикл «Интимность», изданный в 1918 году. Россия. Попытка понять Россию. В том же 1918 году появляется один из ключевых проектов художника – альбом «Россия». В него вошли рисунки, живописные работы и тексты. Это была попытка понять русский народ как явление, не социальное, а почти природное. В создании альбома участвовали также историк Павел Щеголев и художник Николай Радлов. Алексей Толстой писал о нем, что через эти работы человек словно заглядывает внутрь себя, туда, где скрыта древняя тоска земли. Революция и внутренний разлом. Революционные события затронули художника напрямую. Его жена была арестована и выслана в Тулу вместе с маленьким сыном. Арест жены Бориса Григорьева был связан с громким делом Владимира Сухомлинов, бывшего военного министра Российской империи, обвиненного в злоупотреблениях и подрыве обороноспособности страны в годы Первой мировой войны. Это расследование сопровождалось широкой волной подозрений и затронуло многих людей, прямо или косвенно, связанных с окружением Сухомлинова. Елизавета Григорьева оказалась среди тех, кто попал под подозрение, вероятно, не из-за конкретных действий, а из-за связей или круга общения. В результате ее арестовали, а затем выслали в Тулу. Освободить ее удалось лишь благодаря настойчивым усилиям самого художника, который добился пересмотра ситуации и возвращения жены. Сам он остро переживал происходящее. В своих текстах он писал, что именно в революции люди раскрываются до конца, иногда до звериного состояния. Он пытался разглядеть народ в этом хаосе, понять его глубинную природу. Конфликт с властью и отъезд. В 1919 году Григорьев оказался в Москве, где работал в театре и преподавал. Однако после конфликта с представителями власти, связанными с монополизацией искусства, его обвинили в контрреволюционных взглядах. Ситуация стала опасной. Он принял решение покинуть страну. Осенью 1919 года семья тайно перебралась через Финляндию, а к 1920 году осела в Париже. Мировая карьера. За границей начался новый этап его жизни.
Он активно выставлялся в Берлине, Париже, США и Южной Америке. Его называли историком славянской души. Появились новые циклы – «Лики России», бретонские и нормандские циклы и «Буи-буи». Портреты великих. Григорьев писал портреты крупнейших деятелей культуры – Мейрхольда, Горького, Рахманинова, Шаляпина, Рериха. Особое место занимает портрет Горького, написанный в Италии после длительных сеансов общения. Южная Америка и Чили. В 1928 году он отправился в Чили, где стал преподавателем Академии художеств. Он устроил настоящую реформу обучения, отменил копирование, изменил подход к натуре, внедрял живую работу с предметами. Но из-за политических событий контракт был прерван. Лики мира. Одним из самых масштабных проектов стало полотно «Лики мира». Огромная композиция длиной около 5 метров. Она была показана в Париже и позже приобретена музеем в Праге. Последние годы и кризис. Финансовые трудности Бориса Григорьева нарастали постепенно, словно тугой узел, который с каждым годом затягивался все сильнее. Главной причиной стала вилла Бориселла в Кань-сюр-Мер. Мечта, обернувшаяся тяжелым бременем. Строительство и содержание дома поглощали почти все средства художника. При этом доходы оставались нестабильными. Картины продавались неровно, зависели от вкусов публики и капризов художественного рынка. Попытки закрепиться в США не принесли ожидаемого успеха. Григорьеву было трудно принять местные правила игры, где искусство все чаще подчинялось коммерции. Ситуацию усугубило и прохладное восприятие его поздних работ, особенно созданных после поездок в Латинскую Америку. Так художник оказался в состоянии постоянного напряжения между необходимостью зарабатывать и невозможностью подстроиться под чужие ожидания. Это стало тяжелым ударом для него. Последние месяцы жизни Бориса Григорьева прошли в тени тяжелой болезни. Осенью 1938 года он оказался в клинике в Ницце, где перенес сложную операцию, однако надежды на восстановление не оправдались. Недуг продолжал стремительно прогрессировать, лишая его сил. 8 февраля 1939 года художника не стало в Кань-сюр-Мер, городе, где он провел свои последние годы среди чужой, но уже привычной французской тишины. Его похоронили там же, вдали от России, в которую он так и не смог вернуться. И почти символично, что в последний путь его проводили всего 7 человек. Тихий, почти незаметный финал жизни человека, чье искусство когда-то вызывало широкий отклик и восхищение. Забвение и возвращение. После смерти художника его имя на родине практически исчезло. Лишь в 1989 году, благодаря инициативе Дмитрия Лихачева, состоялась первая крупная выставка в Пскове. Так началось возвращение Григорьева в историю искусства. Друзья, спасибо, что провели это время со мной. Ваша активность – лучшая мотивация делать контент чаще. Не забывайте ставить лайк и подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. И отдельное огромное спасибо нашим спонсорам за особую поддержку проекта. Творите в удовольствие и до встречи!